Зинзип, Слава, я заметил, что у вас и Бато очень похожие подписи картин. Вы что, как те братья из индийских фильмов, которых разделили в детстве, они нашли друг друга благодаря одинаковым родимым пятнам? Да, все дело в том, что я вообще сторонник минимализма. И подпись буква «К», она у меня давно уже, еще до знакомства с Бато, но это обусловлено одним обстоятельством. И у него, я думаю, тоже. Тем, что мы оба, как братья-близнецы, любим небольшие форматы. Ну, представляете, вот на таком формате, там 10 на 15, написать фамилию Короленков. Бато-то может быть и проще, Бато. 4 буквы, а у меня что? Кор. А поставил значок Кей, там, К. И все понятно. А он Б ставит, значит. Ну и хорошо. То есть на малом формате пятнышко какое-то создать проще, написать, подписать, чем просто несколько букв. Ну, а потом кто-то не один раз уже мне писали, что ваши работы узнаю без подписи. Один даже мой знакомый, галерист, он говорит, я шел где-то по переходу и увидел, хопа, говорит, глаз зацепился, остановился, о, подошел, это моя работа. И он ее купил. А дело в том, что была там история такая интересная, что я отдал работу в галерею, и она у меня потерялась. Так нашлась она в переходе, которую купил галерист, ну, в Москве. Юзер Тролливали. Уже 2-й год мучаюсь, чтобы мои работы не были с рисовкой с натуры. Слушаю вас, ловлю каждое слово, но тумблер в моей голове дребезжит и заклинивает. Не могу дать себе оценку. При очередной работе снова срисовала и все-таки впечатление дала. Вопрос. Или все-таки впечатление дала. Вот в чем дело. То есть она, юзер Тролливали, не понимает, срисовала она или впечатление дала. Ну вот стихи, например, я не знаю, ну музыка, ну стихи. Полная ванна воды, дырка волосами забита, медленно жижа струится, рядышком вантус стоит. Вроде бы глупость полнейшая, но речь-то идет, полная ванна воды, это океан энергии вокруг, значит, дырка волосами забита, это, ну, каналы наши энергетические забиты волосами, не проходит энергия, и мы даже не можем уловить вот тончайший звук тишины, абсолюта, да, ну и так далее. То есть вроде бы глупость, а впечатление может нарисовано быть какое-то удивительное, очень важное. Один человек мне говорил, что когда ты слушаешь, вообще все слушаешь, там птичка поет или музыку дурацкую какую-нибудь в автобусе, там, он пришел, она ушла, он опять пришел, думая о том, что он это, ну, начальство. И у тебя сразу перевернется тумблер, перестанет заклинивать и дребезжать. Turn on, он свет включит сразу, опа. Он, это значит, он пришел. То есть во всем слышать голос, ну, Всевышнего, короче говоря, начальство. Единственное, нужно различать эти голоса. Вдруг они возникнут, скажут, пошел, а ну выйди за ворота. Так, человек выходит за ворота, поверни направо, посмотри вверх. Это уже другая степень. Тут в другой кабинет нужно уже обращаться за помощью. Так что даже если вот эта ситуация срисована, она может передавать ваши впечатления. Другое дело, я сторонник того, чтобы не все доказывать, вообще доказывать ничего не надо, рассказывать не все. Некую фантазию, ощущение того, что ты видишь. Но нет смысла рисовать каждый лепесток на этом, я не знаю, как он называется, этот куст красивый. Есть отношение каких-то темных мест к более светлым, зеленым, там, к теплохолодным и так далее. И все это
больше открывает в тебе возможность сочинить вот эту сказочность, когда существует некая доминанта. Но ради чего ты вот стал, начал писать? Ради чего? Ради того, чтобы просто срисовать это все красиво, показать, как ты умеешь передавать это все, то, что видишь. Или сочинить. Ну вот птичка поет. А музыкант берет и на клавир садится и сочиняет. У него что-то там, тумблер, расклинил. Динамо-машина заработала, свет пошел. Он чего-нибудь там, чаю выпил, например, и на клавишах. А это у него являлось мотором. Сочинилось нечто. И это не передача видимого мира, а сочинение новой реальности. Единственное, что я прошу, от своих студентов, тех, кто ко мне приезжает заниматься, научиться видеть, выстраивать тонкие связи, цветовые, гармонические, тональные. Кажется, что это очень сложно. Вроде говоришь об этом 100 раз, но это очень сложно сделать. Поэтому-то и существуют такие классы, на которых мы просто занимаемся практически. Школа еще моя есть онлайн живописи. Заходите туда и полистайте, там что есть. Много чего есть интересного. Анонсы посмотрите под каждым видео или отзывы почитайте. Выберите что-нибудь. Нужно найти какой-то баланс. Ведь живопись, то, что мы с вами делаем, это некое окно, холст, это окно в мир, который даже вам не принадлежит. Это какой-то мир вашего восторга. Он отличается от срисовывания, в котором просто есть техническая составляющая. Технический человек может срисовать точно, абсолютно, пропорционально. Живопись на основе этого технического точного рисунка и грамота, о которой я говорю, позволяет зрителю, вам, как художнику, проникнуть в мир, вам даже, художнику, неведомый. Он открывается в момент первого касания кисточки, и сразу вас повело. Сразу уже вы на скорости 220 едете вторым касанием, я не знаю, на второй передаче 400 километров в час, и вы уже готовы взлететь. Алиса Селезень, по своему опыту скажите, как галеристы относятся к тому, что художник работает с несколькими галереями параллельно? Да, нормально, главное, чтобы не было, цена была одинаковая, и не было демпинга, да? Если у кого-то есть какие-то интересные опыты, расскажите. И, конечно, историй таких всяческих много. Важный момент, что галерист тогда будет хорошо продавать ваши работы, когда он сам, во-первых, грамотный, когда он видит в том, что вы делаете, некую изюминку, некое отличие от других, от того, чего у него. В общем, важен уровень вашего мастерства и отличие от других, идеи какая-то, которую вы несете. Евгия Козлианинова. Скажите, хочу писать картину в голубой гамме, светлую. Хочу избежать прожуханий и пожелтения. Тройник с домарным лаком и маслом, по идее, пожелтеют. Пишу многослойно долго. Ретушный лак тоже на домарном лаке. Что посоветуете? Я думаю, современные растворители хороши. Тройник я не использую. Я мою кисточки просто в растворителе, без запаха можно, или с приятным запахом. Мне достаточно. Все. Если вы любите еще с домарным лаком, добавьте домарного лака, причем сколько хотите. Иногда Бато просто в домарный лак окунал кисточку, когда мазок жирный, чтобы прям свисает все, чтобы он схватился. Иногда там просто в этот растворитель добавляется 10%, 20%, 30%, сколько хотите домарного лака,
в зависимости от задач. Он же подхватывает сразу, схватывается, начинает меньше прилипать следующий слой. Ну, как бы наоборот, липнет, то есть высыхает быстрее. Вот. Ну, все, никаких особенных рекомендаций нет, все как обычно. Ну и что многослойно? Пишите следующий слой. Если он прям долгое время какой-то простоял холст, да, ну, чесноком протереть. Юзер тра-та-та, а вы на следующий год тоже будете в Провансе? Напишите, пожалуйста, как проходит ваш мастер-класс, где именно длительность и цена. Спасибо. В конце июня мы запланировали с Леной Ушаковой мастер-класс в Провансе. Ну, тогда, когда цветет лаванда, она обещала разработать маршрут. И да, там маршрут такой, что лишь бы там оказаться, в этой лаванде, там везде хорошо. Отель, в котором мы в прошлый раз останавливались, очень хороший, мы, надеюсь, там же будем останавливаться. Обычно это 5 дней класса, и на сайте моем появится информация, как только будет известно. Вы можете уже написать мне, если намерены вот в конце июня присоединиться, и я создам, вы первые будете в группе, на WhatsApp напишите, и уже группа будет потихоньку набираться. Как проходит мастер-класс? Как обычно. Обычно мы работаем, я пишу демо, и даже, может быть, 2 раза за день, может, еще. Если мы будем полный день работать, значит, полный день я пишу, вы пишете под моим контролем, я подхожу, указываю на ошибки. Ну, вот так. Цена будет указана на сайте.